Окончательный передел Украины, удар в спину, отказ от части территории, заявление Запада для Зеленского и европейский приз, реакция парламента на потерю украинских земель. Депутаты хотят бежать. Массовые протесты, люди пошли против армии, требования отвести войска, военные открыли огонь, первые погибшие. Столкновения начались, столица гремит, битва шахтеров и силовиков, люди восстали против богатых. Удар Израиля по Украине, Иерусалим и Киев на грани войны, заявление МИД и срочное совещание в Белом доме, публичное унижение Трампа. Должны кормить себя сами. Германия ужесточает правила для беженцев. Что изменится для украинцев и не только? Детали. Ответный удар РФ по Западу, заявление Путина о мире, атака по параду в Москве, Черное море тонет в нефти и масле, а еще циничное заявление о военных на фронте, когда легко расстаться с жизнью. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, я начинаю. Переломный момент на передовой. После 40 дней на нуле военным становится все равно, выживут они или нет. Об этом в интервью «Украинской правде» заявила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова, ссылаясь на данные исследования. «Нужно обязательно пересмотреть сроки пребывания военнослужащих на фронте», говорит Решетилова. Она напомнила, что формально существует приказ главкома Сырского, ограничивающий пребывание на позиции 15 днями. Однако на практике эта норма не работает. Это мертвая норма, которой никто не придерживается, заявила Решетилова, добавив, что отсутствие контроля приводит к ситуациям, когда военнослужащие могут находиться на позициях в блиндажах и подвалах полуокружении месяцами и даже больше года без ротации. Офис военного омбудсмена уже готовит предложения для изменения действующих инструкций и пересмотра правил пребывания военных на позициях. Сейчас мы проводим масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях. Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет, у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что более 40 дней не может быть эффективным. Должны кормить себя сами. Германия ужесточает правила для беженцев и заставляет всех работать. Пособия от государства могут полностью отобрать. Украинские беженцы и другие получатели Бюргергельд, так называется соцпомощь, рискуют полностью лишиться выплат уже после первого отказа от подходящей им работы. С 23 апреля этого года немецкая госслужба занятости может отменить выплату от государства минимум на месяц, если человек без уважительной причины отказывается от вакансии, соответствующей его квалификации и состоянию здоровья. Напомню, в Германии пособие по безработице на одного взрослого человека чуть больше 550 евро в месяц. Стоит отметить, что эта же норма распространяется и на безработных граждан Германии. Ключевое отличие в условиях применения. Раньше для отказа в пособии требовалось предварительное нарушение в течение последнего года, то есть полная отмена пособия была возможна только при наличии предыстории нарушений. Окончательный передел Украины и полный отказ от территорий, однако после этого подарок – вступление в Евросоюз. Громкое заявление из Германии. Союзник Киева уверяет, Зеленскому уже сказали, вероятно, придется смириться. Канцлер Мерц фактически допустил сценарий, при котором Киеву придется принять потерю части территории ради будущего страны. По его логике, именно такой компромисс может открыть Украине реальный путь в Европейский Союз. Мерц подчеркивает, Украина – это Европа, и ее нельзя отдать России ни политически, ни психологически. Сейчас же никакого быстрого вступления в ЕС не будет. Сроки вроде 2027 года, чего хотел бы Зеленский, или даже 2028 года Мерц называет откровенно нереалистичными. Взамен канцлер предлагает пошаговую интеграцию и конкретный план сближения с ЕС. Главная идея – дать Киеву ощутимый европейский приз, даже на фоне болезненных уступок. Цитирую. Я также сказал Зеленскому быть осторожным и не слишком обнадеживать людей, которые потом снова могут быть разбиты. В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, и в какой-то момент, надеюсь, будет заключен мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть территории Украины больше не будет украинской. Если он хочет донести это до своего собственного населения и получить большинство в поддержку этого, а для этого ему нужно будет провести референдум, тогда он одновременно должен сказать людям:
но я открыл для вас путь в Европу. И на это мы должны дать убедительный ответ. Мы не можем потом сказать «да, когда-нибудь вам разрешат войти». На заявление Мерца уже отреагировали в Верховной Раде. Там говорят, что отказ от территорий – это за пределами Конституции. Даже по Конституции Украины нельзя проводить референдум о передаче территорий, заявила член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Нардеп Белазир в эфире YouTube-канала «Суперпозиция». Она говорит, что изменить саму Конституцию сейчас тоже невозможно, потому что действует военное положение, поэтому возникает тупик. Юридически отдать территории через референдум нельзя вообще. В итоге, если подобное решение и будут принимать, то, скорее всего, через Верховную Раду. Но депутаты боятся брать на себя такую ответственность и хотят бежать. Скажу честно, многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят уйти. И мы видим, депутатов становится все меньше. Люди хотели 300 депутатов, но сейчас их уже около 390 и становится все меньше. Недавно проголосовали за сложение мандата одного депутата, 3 умерли за прошлый год. Это очень сложный вопрос, и, вероятно, он ляжет на плечи Верховной Рады. Удар Израиля по Украине, Иерусалим и Киев на грани войны. Пока дипломатическая. Причина – зерно. Украина утверждает, Израиль принимает в своем порту уже второе судно с пшеницей и ячменем из украинских территорий, не подконтрольных ей. Украинская сторона открыто пишет, цитирую, «Груз может быть украденным с оккупированных территорий». Панор Митис находился на якорной стоянке порта Кавказ в российских территориальных водах и не нарушал государственную границу Украины. Нарушения совершали суда, которые доставили ему зерно. Имеются косвенные признаки того, что весь груз Панор Митис вывезен из Керчи и Бердянска, однако утверждать это мы не можем. Киев заявляет, это уже второе судно за последний месяц, которое приблизилось к Израилю. Речь о корабле Панор Митис, которая стоит у израильского порта и ждет разрешения на швартовку. Издание Axios пишет, Киев жестко предупредил, если Панор Митис разгрузят, Украина применит весь арсенал дипломатических и международно-правовых ударов, и отношения с Израилем серьезно пострадают. Так как это уже второй такой случай за апрель, Киев больше не намерен молча смотреть на подобные действия Иерусалима, говорится в материале журналиста Барака Равида. Вот какие детали он уточняет, цитирую. Честно говоря, это воспринимается как пощечина, учитывая стратегическую добрую волю, проявленную Украиной, от признания КСИР террористической организацией до криминализации антисемитизма, заявил украинский дипломатический источник. Получение прибыли от похищенного груза недостойно Израиля, добавил украинский дипломатический источник. После всех этих публикаций украинский МИД поздно вечером 27 апреля заявил, что вызывает израильского посла на ковер для вручения ноты протеста и для того, чтобы понять отсутствие адекватной реакции Израиля на требования Украины, заявил министр иностранных дел Сибига. На эти заявления уже отреагировал Израиль и просит доказательную базу. Говорит, что обвинение – это не доказательство. Трамп провел экстренное совещание по Ирану. Ситуация выходит из-под контроля. Белый дом обсуждает новый дерзкий план Тегерана, о котором стало известно накануне. Речь о требованиях открыть Ормузский пролив, остановить войну и отказаться от немедленных уступок по ядерке. Западная пресса при этом пишет, Вашингтон рискует потерять ключевые точки давления. Процитирую. Однако урегулирование противостояния вокруг Ормузского пролива, снятие американской блокады и возобновление экспорта иранской нефти оставили бы Трампа и Вашингтон практически без рычагов давления для дальнейших переговоров. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это публичное унижение Трампа и всех американцев, и делает это Иран. Еще одно громкое заявление Фридриха Мерца сейчас активно разлетается по всем мировым СМИ. Мерц заявил, что у Вашингтона нет стратегии, а Иран тем временем переигрывает всех, даже не ведя переговоры. По его словам, американцы снова наступают на грабли Афганистана и Ирака, а именно заходят в конфликт, не понимая, как из него выйти. В данный момент я не вижу, какой стратегический выход сейчас выбирают американцы, тем более, что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело, или точнее, очень умело не ведут переговоры, позволяя американцам летать в Исламабад лишь для того, чтобы уехать оттуда без каких-либо результатов.
Целая нация подвергается унижению со стороны иранского государственного руководства, особенно со стороны так называемых революционных гвардейцев. Все эти заявления и совещания в США проходят на фоне другого события, которое также отметили мировые СМИ. Это встреча, которая накануне состоялась в Санкт-Петербурге, где за одним столом оказались не американцы с иранцами, а иранцы с россиянами. Путин встретил главу МИД Ирана. Аракчи после заявил, что Тегеран готов продолжать стратегические отношения и стратегическое партнерство с Россией в новых условиях. Сейчас есть очень хорошие возможности для сотрудничества. Путин также отметил, что не только Россия, но и весь мир теперь восхищается иранским народом за его сопротивление США и за победу в этой несправедливой войне. Путин же на этой встрече заявил, что Россия собирается сделать все возможное для достижения мира на Ближнем Востоке. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете. Удар по Красной площади для срыва парада должен стать реальностью. Такой призыв к атаке по центру российской столицы прозвучал из Крыма, из города Керчь. Российский суд приговорил пенсионера к реальному тюремному сроку за комментарий в одном из открытых телеграм-каналов. Осужденный, говорится в деле, призывал к совершению ударов посредством БПЛА по Красной площади во время проведения Парада Победы. Против пенсионера было открыто уголовное дело по статье «Призыв к терроризму». Как пишет Россми, пенсионеру 64 года, ранее он служил в Госпогранслужбе Украины. Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону признал жителя Керчи виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Черное море тонет в нефти и масле. Война оставляет свой след. После удара РФ по торговому порту Черноморска Одесской области в море хлынуло 6 тысяч тонн растительного масла. По данным оперативных служб, на поверхности моря уже образовалось огромное масляное пятно площадью примерно 400 на 200 метров. Сейчас экстренные службы в авральном режиме пытаются остановить распространение загрязнения. Усугубляется ситуация и на Черноморском побережье России после удара в ВСУ. Нефтяное пятно из поврежденного терминала в порту Туапсе добралось до курортных поселков. Жители Тюменского и Новомихайловского сообщают о пляжах, покрытых мазутом, резком запахе нефтепродуктов и практически полном отсутствии реальной очистки побережья. Напомню, в Туапсе действует режим ЧС. Скорее всего, зону ЧС не расширяют на соседние курорты, чтобы не признавать масштабную экологическую аварию и не ставить под удар сезон, пишут российские паблики. Загрязнение прибрежных акваторий нефтепродуктами и металлами – это долгосрочный удар по рыболовству и туризму, говорят экологи. Растительное масло – не токсическое вещество, но оно может стать ловушкой для подводных обитателей. На первом этапе масло действует как нефть, образует пленку на поверхности воды, которая ограничивает доступ кислорода, затем начинает оседать на дно и влияет на гидробионтов, организмы, живущие в воде, уже физически. Масштабные протесты в столице и столкновения с силовиками, баррикады и слезоточивый газ. В турецкой Анкаре гремят забастовки шахтеров. Горняки обвиняют угледобывающую компанию, на которой они работают, в невыплате зарплат, компенсаций и выходных пособий. Чтобы привлечь внимание к проблеме, шахтеры объявили голодовку. Накануне они пытались пройти маршем к Минэнергетике в Анкаре, но полиция преградила путь. Начались столкновения. По данным турецких СМИ, одного горняка задержали. Напомню, протесты шахтеров в столице Турции вспыхнули в середине апреля. Наша проблема политическая и крайне политическая. Это протест против проблемы несправедливости и неравенства в этом обществе, против доминирования богатых и их корпораций, против их контроля над страной, а также против их захвата парламента и судебной системы. Протесты вспыхнули и в другой точке на карте. Люди требуют немедленного вывода войск. Армия должна покинуть регион, считают жители индонезийской провинции Папуа. На улицы города Джаяпура вышли сотни местных жителей, большинство – молодые люди. Полиция пыталась остановить толпу, но в силовиков полетели камни, тогда в ход пошли водометы. Причина конфликта – недавняя военная операция в Папуа. Тогда по приказу властей военные атаковали сепаратистов, которые добиваются независимости региона Папуа. По данным СМИ, в результате боевых действий погибли 15 человек, в том числе женщины и дети. При этом военные до сих пор официально не признали наличие жертв.
Именно в Папуа, отмечает Рейтер, находится второе по величине в мире месторождение золота и меди, которыми совместно владеют правительство Индонезии и американский горнодобывающий гигант Freeport. Ответный удар РФ по Западу. Москва обращается к Брюсселю. После очередного пакета антироссийских санкций ЕС Кремль объявил о введении санкций против еврочиновников. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В черный список попали депутаты национальных парламентов, Европарламента, представители академического сообщества и гражданские активисты, придерживающиеся жесткой антироссийской позиции, а также лица, связанные с военной поддержкой Украины, продвижением санкций против России и антироссийскими резолюциями. Людям из санкционного списка РФ запрещен въезд на территорию России. Официальное заявление звучит так. Деструктивная политика Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс нашей страны. Россия была и остается приверженной защите своих национальных интересов, обеспечению прав и свобод собственных граждан, а также последовательному участию в формировании справедливого многополярного мироустройства. Ледяной коллапс на Эвересте. Сотни альпинистов застряли в базовом лагере. Огромная глыба льда на маршруте к вершине фактически перекрыла путь. Все восхождения поставлены на паузу. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на власти Непала. По словам представителя департамента альпинизма, участок между базовым и первым лагерями сейчас слишком опасен. Маршрут для альпинистов обычно готовят к середине апреля, однако в этом году риски зашкаливают. Опасный ледяной массив в ледопаде Хумбу размером с 10-этажный дом решили не трогать, ждут, пока он сам растает. Именно этот участок считается самым коварным. В 2014 году там погибли 16 проводников. По данным Департамента альпинизма Непала, 410 иностранных альпинистов получили разрешение на восхождение на Эверест в весенний сезон, который завершается в конце мая. Доктора ледопада, элитные гиды, которые ежегодно прокладывают маршрут, устанавливая веревки и закрепляя алюминиевые лестницы над трещинами, обычно завершают работу к середине апреля. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите свой комментарий, сделаете репост и поставите лайк этому видео. До встречи уже завтра.